Евгений Евгеньевич, здравствуйте. Сегодня мы живем в условиях стресса, связанного с войной. Вот только что опять прогремел взрыв. Как в этих условиях нам сохранить здоровье? Как вообще жить теперь в это время? Доброго времени суток. Это очень сложный вопрос, но мы постараемся на него дать ответы. Сегодня все население нашей страны, я думаю, не только нашей страны, находится в состоянии дистресса. То есть это постоянный стресс, повторяющийся, который приводит к нарушениям, прежде всего, психического здоровья. Мы четко сегодня знаем, что есть отражение на соматике, то есть психосоматические синдромы появляются в результате дистрессовой ситуации в нашей стране. Главным мотивом наших видео – это дать понятие о здоровье и как защититься в наше трудное время от состояния стресса. Мы хотим не только дать конкретные советы, как уберечь себя от состояния стрессового, от состояния беспокойства, тревоги, но и также объяснить, что вообще происходит в мире, потому что для многих людей это совершенно непонятно. Во второй половине нашего видео мы дадим конкретные примеры, конкретные рекомендации, как сохранить здоровье, как бороться с состоянием тревоги, с нарушениями сна, и к кому можно обратиться за помощью. Но если мы не поймем суть происходящих процессов на Земле и в том, в чем заключается их суть, то мы можем дать только поверхностные рекомендации. А надо посмотреть вглубь процесса. Самое главное, что изменилась реальность. Да, сейчас многие об этом говорят. А что именно изменилось? Как изменилась наша реальность? В начале 90-х годов, когда была у нас возможность погрузиться в изучение эзотерической литературы, Агни-йоги, наследия Блаватской, религиозную литературу, мы прежде всего увидели пророчества, в которых очень четко сказано, что на Земле много миллионов лет назад произошло событие, которое очень отразилось на эволюции человечества. Возникла борьба света и тьмы, то есть люди стали подвержены воздействию энергии тьмы, и, как сказал один из философов, что самое большое достижение тьмы – это то, что она сумела внушить людям, что ее не существует. На самом деле это существует, это можно даже увидеть на научных исследованиях, если мы видим, что молитва усиливает энергетику, а если человек ругается, если он агрессивен, то энергетика его падает. Если он подвержен воздействию тьмы, он теряет энергию. Это один из факторов, почему мы должны обратить на это внимание и почему это важно для нашего здоровья. А в чем суть этой борьбы света и тьмы? Суть света, как бы это парадоксально ни звучало, но весь наш мир – это мир энергии, который объединяет многие миры, многие вселенные, многие планеты, которые стоят на более высоком уровне развития. Это цепь энергии, которая помогает по законам космоса, по законам жертвы, помогает тем цивилизациям, которые находятся на первых шагах развития, помощью дает энергию, дает понимание
дает логические возможности построить схему эволюции. Что надо делать, чтобы получать энергию, чтобы быть в русле эволюции. А задача тьмы – это получение энергии. Если мы коснемся немножко хоть эзотерики, то много миллионов лет назад, когда на Земле возникла борьба света и тьмы, то последователи тьмы были лишены высших энергий. Чтобы жить и существовать, им нужен был источник энергии. Этот источник энергии – это человек. Каждый человек, он является проводником высших энергий. Поэтому задача тьмы – получить энергию. Прям как в фильме «Матрица». Да, многие, к сожалению, не поняли эзотерический смысл этого фильма. Первая часть очень четко расписывает, если заглянуть в луть этих процессов, то борьба за энергию. Борьба за энергию путем обмана, путем введения в состояние другой реальности. Вот это есть то, что звучит в наше время. И для света главная задача – это дать возможность эволюционировать. А для тьмы это задача не дать возможности познать истинное знание и забрать энергию. Как распознать, на какой ты стороне и зачем? Ну, зачем прежде всего эта энергия? Без высших энергий человек не может жить. Если человек, мы знаем, что смерти нет, но есть состояние, когда человек переходит в другой мир, то в этот момент его биологическая сущность, если исследовать клетки, исследовать внутренние органы, то ничего не меняется. Нет одной составляющей, нет энергии, высшей энергии. То есть вот самое главное, если у нас есть энергия, высшая энергия, у нас есть здоровье. В предыдущих видео мы говорили о наборе энергии, мы говорили, как ее набирать из окружающего пространства, из высших энергоинформационных планов. Поэтому это наше здоровье. Погружаясь в тревогу, в хаос, мы теряем эту энергию. Вот это задача тьмы. Какой для себя индикатор? Ну, самый простой индикатор, первый индикатор, который это совесть. Если человек поступает по совести, если он делает добрые дела для других людей, то этот человек не может наживаться на горе других, не может наживаться на том, что происходит вокруг. Если военное состояние, то как можно, пример, прежде всего, мы можем сказать, что есть люди, для которых война – это источник дохода, источник получения богатства. Значит, и, соответственно, он становится на сторону тьмы. И прежде всего это для него плохо, потому что для него закрывается будущее. Его судьба. В свое время мы написали выдержки из Агни-йоги «Наше будущее в настоящем». И вот это настоящее сегодня свершается. И происходит очень четкий выбор между светом и тьмой. Значит, если человек становится богатым за счет страдания других людей, за счет того, что он путем обмана зарабатывает средства, то это и есть путь в сторону тьмы. И самое главное, для такого человека меняется реальность. Он считает, что поступает правильно, что во всем мире так происходит, но на самом деле это все не так. Это сложный вопрос, но критерий совести – это первый звонок. Мы хотим построить наше видео из двух частей. Во второй части
в следующем видео мы поговорим. Есть более глубокие маркеры, которые можно четко, если человек заинтересуется, можно четко определить, где находится вот эта граница добра и зла. Но прежде всего это совесть. Если человек поступает не по совести, если он обещает что-то сделать доброе и не делает это, если он путем обмана людей, как бы этот обман не происходил, если он получает за счет этого для себя личную выгоду, богатство, то это есть первый признак, что он погружается во тьму, и там самое главное, как я уже говорил, изменяется реальность восприятия. Он считает, что так и должно быть, что в мире так и есть. На Земле много богатых людей, они тоже в лагере тьмы. Но богатство – это не признак того, что человек на стороне тьмы. Как он получил эти деньги? Как он получил это богатство? Что он сделал для блага для других людей? Ну, мы возьмем, допустим, Маска. У него есть цель. Он создал совершенно новые технологии. Он мечтает о том, чтобы полететь в космос. Он богатый человек, но мы видим, он конкретно делает для людей. Мы можем различать в каждом человеке сущности и человеческие, и сущность злая, сущность добра. В человеческом восприятии мы можем по-разному к каждому человеку относиться. Главный критерий, что он сделал для людей, что он сделал для общего блага, как он заработал эти деньги. Вот это критерий. Конечно, это общие рекомендации. А вы можете дать конкретные рекомендации? Оксана, вы задаете очень трудный вопрос, потому что каждый из нас – это индивидуальность. Каждый из нас проходит свой путь, несет свой крест. У каждого своя судьба, у каждого свой уровень энергии, у каждого своего понимания окружающего мира. И, допустим, наша задача, почему вот мы говорим о сущности того, что происходит, это без этого понимания трудно дать очень конкретно. Но можно дать рекомендации для отдельных конкретных категорий людей. Допустим, если мы возьмем защитников, наших воинов, которые защищают Отечество, это, можно сказать, ангелы света. Я не ошибаюсь, потому что если мы возьмем историю Древней Руси, то защитники Отечества приравнивались к святым. То есть, если человек делает добрые дела, то это признак того, что он получает энергии, становится в цепь света и проводит эти энергии на Землю. Если мы возьмем людей сегодня, которые находятся в тех точках, можно сказать, горячих точках, которые подвергаются обстрелам, то прежде всего рекомендация, наверное, если есть возможность переехать в ту местность, где нет активных боевых действий, где человек хотя бы минимально, защищен от внешнего воздействия. Потому что, к большому сожалению, есть такой еще эгрегор, который возникает в больших городах. Это эгрегор тревоги, эгрегор паники, эгрегор того, что если эта тревога возникает у нескольких людей, она объединяется в такое вот энергетическое облако, которое нависает над городом, и в это облако энергии втягиваются даже люди, которые могут быть относительно спокойны. Но и рекомендация, если возникает страх, ищите убежище. Это тоже рекомендация. Ищите убежище, спускайтесь. Если нет ни той, ни другой возможности, есть молитва.
молитва защищает. А какая молитва самая сильная? Молитва искренняя, молитва, которая идет от сердца. Но по опыту и по рекомендациям, которые мы вот изучали, я вам скажу, что беседуя с людьми, которые были на фронте, которые воевали, они говорят, на фронте нет неверующих людей, потому что молитва там реально может защитить человека. И у нас были такие примеры, когда человек молился, и это его спасало. К большому сожалению, мы поддаемся сегодня влиянию тьмы в том плане, что вместо молитвы мы произносим ругательство. Любое ругательство – это доказано не только нами, не только доказано японскими учеными, которые очень четко показали, что происходит с энергетикой воды, когда рядом с ней произносить ругательство. Эти ругательства звучат с экрана. Это признак того, что мы теряем энергию, и да, возможно, в экстренных каких-то случаях человек может выразить свои эмоции, но он должен помнить, что делая это, он совершает неправедное дело. А молитва защищает, это проверено. Защищает даже, если человек молится, то это вероятность того, что в то место, где он молится, попадет ракета, уменьшается много раз. Как бы это ни звучало фантастично, но это так. Если мы возьмем людей, которые находятся вне зоны активных боевых действий, в относительно благополучных местах, но все-таки они испытывают тревогу, то прежде всего это надо изменить образ жизни. Сегодня компьютер, телевизор, больше компьютер, потому что многие смотрят сегодня новости, и телефоны включают, которые все время передают тревожные новости, и человек включается в них, и самое главное, он не проецирует, не может проецировать, что будет. Ну, допустим, эзотерика говорит, что свет всегда побеждает тьму. Но есть периоды такие, когда происходит испытание, когда не только люди, но страны подвергаются испытаниям. И тогда проявляется предназначение человека, предназначение страны. И есть люди, которые понимают это предназначение, они идут защищать Родину. Есть люди, которые не понимают, они тревожатся. Поэтому в этой тревоге заключена отрицательная энергия. Если мы будем говорить, давать советы, рекомендации людям, которые потеряли близких, то мы четко можем сегодня сказать, это описано в литературе, есть научные исследования, что понятия смерти нет. Есть понятие переход. То есть человек, который покидает земную оболочку, он переходит в другую реальность, в другой мир. То есть мы расстаемся со своими близкими, но не навсегда. Мы все равно встречаемся. Это закон. Вы понимаете, мы в школе учили, есть закон сохранения энергии. Элементарный закон, что энергия не может пропасть. Но как может цивилизация, существующая миллионы лет, погибнуть, если не будет продолжения эволюции человечества? Если мы, вот скажем, вот завтра погибнет много людей, и что? Все равно мы знаем, что рано или поздно возрождается человечество. Возвращаются те души из тонкого плана, приходят на землю. Задачи – это вот то, что мы говорим о задаче. Задача человека – сделать землю лучше. Задача – сделать его,
чтобы он примкнул к цепи света. Задача, чтобы наша планета стала другой. Задача, чтобы мы жили счастливо. Как сказал Далай-лама, люди приходят на Землю, чтобы нести любовь, а не страдания. Страдания возникают от того, что мы не понимаем сущности вещей. Это есть и в буддизме, есть и в христианстве, есть в исламе. Но это эзотерические знания, надо просто глубже смотреть. К большому сожалению, трудно заглянуть, но это возможно. Если мы будем говорить о рекомендациях людей, которые потеряли близких, я уже говорю, мы должны понимать, что это временное расставание. Но если человеку надо получить конкретную рекомендацию, что тогда делать? На сегодня наши эстонские коллеги создали программу «Споки», которая позволяет сегодня по видеосвязи, ссылка будет внизу, значит, в описании нашего видео, любой человек с Украины может по видеосвязи получить психиатрическую, психотерапевтическую и психологическую помощь. Не надо этого бояться, это нигде не фиксируется, это только фиксируется для врача. Но многие врачи, которые консультируют, они просто для себя записывают, чтобы, если будут повторные консультации, чтобы проконсультировать дальнейшее состояние человека. Вы ссылку оставите? Да, ссылка будет в описании. А вы участвуете в этой программе? Да, я тоже участвую в этой программе, поэтому уже есть опыт, понимание, что происходит, значит, в нашей стране. Это очень большая и хорошая инициатива, которую вот проявляется, дает возможность каждому человеку обратиться и не только даже получить рецепт по электронной почте для того, чтобы купировать состояние тревоги, состояние беспокойства, состояние, которое может привести к тяжелым последствиям. Но кроме того, я еще не упомянул, что из обычных рекомендаций необходимо, чтобы у человека обязательно была физическая нагрузка. Это для нашего физического тела это обязательно, потому что оно требует. И также вот из рекомендаций общих можно сказать, что, допустим, даже обычная ходьба с внушением, самовнушением, когда человек говорит положительные рекомендации для себя, там, я буду здоров, я уверен в себе, я уверен в своем будущем, то это дает положительный эффект. Также прием успокаивающих трав тоже дает хорошие результаты, главное, там нет привыкания. Если будет достаточно вопросов, мы сделаем стрим. То есть мы сделаем в прямом эфире, чтобы наши зрители могли задавать вопросы, мы могли отвечать конкретно человеку, чтобы он задает вопрос, допустим, в чате, а мы на этот вопрос будем отвечать в прямом эфире. Я прошу, чтобы вы ставили лайки нашему видео, это расширяет нашу аудиторию, это помогает не нам, это помогает другим людям, помочь им узнать те советы, которые помогут им стать здоровыми. Я желаю, вместе мы переживем трудное время, из этого испытания, трудного испытания, мы выйдем закаленными, потому что это предназначение нашей страны – нести свет. Это не только я говорю, это говорят пророчества. Не только мои, но и других
людей, которые видят будущее Украины. Оно будет светлым, но за это надо бороться. Желаю, чтобы мы победили в этой борьбе свет в нашей душе. Желаю здоровья.